Господа, отличные новости для всех любителей коллекционировать модели автомобилей. Знаменитое издание De Agostini продолжает свою легендарную серию «Автолегенды СССР», и теперь выходит новая серия «Автолегенды. Новая эпоха». В ней есть все, что вам дорого, в вашем любимом масштабе 1 к 43. Металлический кузов в цвете, максимально приближенном к цвету автооригинала, проработанные детали, декорированные вручную, индивидуальная подставка с названием каждой модели, детализация, аутентичность на уровне, все фирменные знаки ровно там, где они должны быть. Ну и для расширения вашего кругозора в комплекте с каждой моделью идет журнал, в котором содержится масса познавательной информации о самой модели, о технических характеристиках, истории завода, история создания модели и еще очень-очень много всего. Заполучить все это, как всегда, крайне просто. Можно оформить подписку, которая работает, как и все подписки, которыми пользуетесь постоянно. То есть оформляете ее, и раз в месяц вам приходит новый бокс аж с 2 модельками сразу. Лень оформлять подписку? Пожалуйста, добро пожаловать во все киоски и магазины уже с 26 августа. Все будет на месте. При этом в рамках подписки вы постоянно получаете приятные бонусы, и есть главная интрига — загадочная моделька бонус. Даже мы не знаем, что там будет. Для тех, кто перейдет по ссылочке в описании прямо сейчас, будет приятный сюрприз, потому что на первую партию действуют очень хорошие скидки. И будьте осторожны, коллекционирование вызывает привыкание, вы рискуете заниматься потом этим очень долго и обрести совершенно новый, огромный круг общения. Господа, здравствуйте! Снова мы со столбом, снова мы с Солярисом. А это значит, что снова сегодня мы будем его бить, и делаем мы это второй раз, потому что многих из вас постигла теория заговора. Изначально, когда мы разбили Солярис об столб первый раз, многие писали, что нам занесла Корея денег, потому что, не может Солярис быть не из фольги, это же новая машина и так далее. Потом мы взяли на обзор Ладу Весту, нам все писали, что нам занесла компания АвтоВАЗ денег, чтобы Веста стала классная, тогда это была у нас, по-моему, Веста Спорт, да. Потом мы эту Весту разбили об столб, нам снова писали, что теперь с АвтоВАЗом, видимо, мы поссорились. Короче, нам вечно кто-то платит, исходя из информации из комментариев, но никто так и не догадывается, что платит нам на самом деле Кевин Костнер. Да, неожиданно, непонятно, но тем не менее отсюда и все деньги. На эти деньги мы покупаем Солярис, и сегодня мы сделаем второй его тест, потому что основной упрек в нашу сторону было то, что Солярис мы били ровно по центральной стойке, а все остальные машины влетали в столб ровно дверью. Поэтому сегодня мы снова бьем Солярис, бьем мы его уже ровно дверью, как и всех. Сегодня у нас нет дождя, идеальный зацеп, значит разгоним мы его за 50 плюс со скоростью. Таким образом точно столб положим, самое плохое развитие ситуации для Соляриса. Сегодня все будет, явно, как вы будете думать, по-честному. Взяли мы его все так же за 250 тысяч рублей. И, как вы поняли по этим пролетам, только что-то тачка вообще булочка. Посмотрите, какой сохран. То есть тут докопаться до чего-либо сложным. Чистый потолок, не шибко затертые сиденья, руль даже более-менее, пробег на приборке типа 77. Хотя очень похоже, что он 177, но тем не менее. Не затертый даже рычаг КПП, вот эти все ручечки, ничего не затерто. Единственное, что затертая кнопка, это вот кнопка стеклоподъемников, на которых написано «Автодаун». И это бедная комплектация, поэтому стекла только передние, сзади весла. Из богатого здесь только автомат, у нас даже климата нет, это обычный кондиционер, и он, кстати, не работает. Это, пожалуй, единственный косяк этой машины, если бы не эти характерные следы на стыке дверей, капота и бензобака. Я думаю, все опытные суетологи, криминалисты и просто опытные люди поняли, к чему это ведет. Машина была опечатана. И дело не в том, что она нарушила правила парковки в городе Москва и так далее. Дело в том, что эта машина была в угоне. Началось, по-моему, это года 3 назад, когда ее угнали. Спустя год ее нашли, причем совершенно случайно. Инспектор остановил этот автомобиль для проверки документов на посту. И в Солярисе, в ВИН-номере, один из символов отвечает за то, какая коробка, автомат или ручная. И инспектор при проверке документов мельком посмотрел, что-то странно. У тебя, говорит, ВИН от ручной коробки, а коробка автомат. Новый человек, который купил эту машину, не знал, что она в угоне.
В итоге у того человека эту машину пришлось забрать, машину вернули текущему владельцу, но что произошло? Он получает машину, которая звенит по всем базам, что она была в угоне. Если сейчас ее выставить куда-то на продажу, там на доску выставить, то она будет в угоне, все красное, будет везде сверкать, что это абзац. ВИН фактически живой на кузове не совпадает с тем ВИНом, который в документах. Документы на руках, все в порядке. И ее не поставят заново на учет. Она на вечном учете на текущем владельце. При этом она в половине баз все равно значится как угнанная. В нашей стране интересная логика. Уже не первый раз мои знакомые с этим сталкиваются. Машина питерская угналась в Питере, нашлась в Питере. Все хорошо. И в Питере по базам она не бьется. На ней можно ездить. Она не звенит в этом отношении. То есть вас не хлопнут прямо на месте. Там она не числится в розыске. Но, однако, ВИН-то не совпадает, и старые базы в других регионах могут быть еще актуальными. У меня уже несколько знакомых так были, когда машину угнали, нашли и даже ВИН не перебивали. Они едут на отдых в Сочи и их хлопают посередине. Потому что в том регионе она в базе еще на угоне. И это полный абзац. И что сейчас нужно сделать, чтобы поставить ее заново на учет, хозяева найти так и не смогли. Возможно, нужно ходить первичную регистрацию, но если вы ее заново пройдете с этим ВИНом, тогда эта машина выпадет из всех баз данных по каталогам запчастей, потому что там уже другой ВИН, и этот ВИН, возможно, не числится никогда выходившим из завода. Короче, полная борода, эта машина подвисшая просто где угодно, ее не продать, ее не хотят принимать даже разборки, потому что этот ВИН числится как угнанный. И если придет проверка на разборку и найдет этот кузов, и этот ВИН, он как бы в угоне, это будет огромная проблема для разборки, и этот двигатель, даже если использовать на СВАП, то двигатель также числится как угнанный. Если его потом поставить в другую машину и где-то в каком-то МРЭО это все всплывет, ну, это получается скупка краденого, использование краденных запчастей. Это большущий висяк, поэтому эту машину принимают с огромным дисконтом даже на разборку. Даже на разбор, чтобы ее сдать, это уже проблема. Огромная. И, соответственно, мы ее купили за 250 тысяч, хозяева здесь, все нормально. Есть даже экспертиза о том, что все, там дело закрыто, и о том, что этот ВИН, да, изменен, и все эти документы. Но это только документы. Сам этот документ не числится в базе. Если у вас с собой это нет бумажки, вы превращаетесь в угонщика. Это виллы. И в итоге решение одно. Отдать этот офигенный, хороший кузов. Это реально отличный кузов. Отличный салон. Двигатель шепчет. Коробка переключает. Ну, не сочтите за кощунство. Мы не гробим хорошие машины. Но действительно с ней никуда особо не пойдешь. Да, так вот, при всем при этом отличное состояние, но не 77 тысяч. Явно при угоне пробег скрутили, потому что вот за 77 тысяч кнопка стеклоподъемника не протрется. И машина не в такси, это частник. И видно. Но смотри, да, зеркала механические, без подогрева, естественно, сзади весла, кнопка просто кондея. Вот здесь я не помню, что было, кстати. Есть какая-то инфа, кто помнит? Возможно, подогрев лобаша, кстати, но ее нет. Только рециркуляция, кондеи, ну и автомат из жира, и все. Ручник можем себе позволить. Ну, к сожалению, реально люди тоже пытались. Я думаю, что они не просто так нам предложили на стол. Вообще нам в личку стало приходить столько машин всяких интересных. Вот такого характера на стол. Новости из космоса, ребята, здравствуйте. Руль ватный немного, конечно, но... Погоди, рулевая колонка хоть регулируется? Я не отруливаю, погоди. Не-не, пацаны, надо сюда, на этот край телеги. Коптер висит там, красавчик. Ребята тоже готовы. Штативы, альфы.
Там еще маленькая отважная FDR-ка стоит. Надеюсь, ее не размолотит тачкой. Игорян все натянул, готов. Бубнешь в рации. Игорян, все, теперь ты коптерщик. Удачи нам всем. Звук, который на мне пишет. Немного зрителей. Саня, готовность. Все готовы? По-моему, скорость была за гранью вообще добра и зла. Я вообще не представляю, сколько... Я вообще не представляю. Нет, ну это без шансов, это понятно. Там где-то трекеры, где-то лоджики. Сейчас надо все это будет... О, есть! Подушки не стрельнули ни одна. Здесь крайне плохо. Совсем печально прямо. Лоджик погас. Отсюда вижу, но есть еще один трекер. Пишет. Пишет. Останавливаем слежение. Смотрим максимальную скорость. 55. 55 километров в час. Максимальная скорость в пике. Но это крайне печальное зрелище, конечно. Ну, прямо супер печально. Прямо нет. 55 это за гранью. Это просто уже все, абзац. Это зеркало заднего вида. Оно вот здесь. Но прям трындец. Трындец, это вообще абзац, просто полный. Все загнуло, прям, ой, и задняя часть ушла, и передняя. Ну, тут даже описывать нечего, это крайне печально. 55 это прям шок скорость, надо бить на 40, похоже. Прекрасно видно по порогам, что ни шпаклевки, ничего нет. Это был заводской порог, заводская дверь, не битая, ничего абсолютно, все чистенькое. Вот везде краска, под которой грунт. Ни намека на шпаклю нигде, ни на одном элементе. Он крыло, смотри, металл белый там под ним. Очень печально. О, порог расшило. Я такое первый раз вижу. Пенку оторвало от силового, расшило по сварке. А, это боковое стекло вот там, у камеры. Оно там лежало. Вот это будет типичный кадр. Да, у нас стекло было с тонировкой, и это отлетело туда. Ну, понизу все максимально печально, господа. Даже не знаю, что описать, потому что на самом деле деформировано все. Каждый квадратный сантиметр пола. Вот здесь пол деформирован. Пол в ногах пассажира деформирован. Двойной ряд лонжеронов деформирован даже по правой стороне. Деформирована ниша запаски. Нишу запаски деформировала. Ну, естественно, подрамник, топливопровод перебило. Под машину не полезу сейчас этого показывать, но тем не менее. Ну, то есть печально абсолютно все на каждом сантиметре автомобиля. Рулевая тяга правая погнута, я отсюда вижу. Что? Как она там могла взаимодействовать? Ну, то есть, видимо, геометрию всю так рвало, что, конечно, полный абзац. Единственное, что можно сказать лучше, чем у Весты, что у Ларгуса, вернее, лучше, чем у Ларгуса, что не порвало ни мотор, ни коробку. Они все на месте, ничего не капает, не льется. Но от этого, конечно, уже никому ни тепло, ни холодно, грубо говоря, потому что, ну, просто невероятное количество деформаций в этот раз. Сумасшедшее. Ну, то, что расшило левый порог, это просто космос. Я такого еще не видел никогда. То есть замяло порог даже вот в этом месте, вот здесь стропа, которая держала машину, раз и два, вот их видно, они обе помяли порог. Сложно здесь вообще о чем-то говорить, потому что, ну, ничего живого не осталось абсолютно. Эта конструкция даже сейчас невозможно адекватно объяснить, она работала или не работала, потому что, ну, все сломано, все. Можно, конечно, как-то осветить такой момент, что вот лонжерон, он тоже со стыком, он на болтах.
и он ровный. И вот этот шов остался ровным. То есть вот этот элемент стыковки двух кусков лонжерона, он силовой, он выдержал. В тот элемент ровно посередине в него пришелся сам столб. И его также он не разошелся, нету деформации. То есть эта конструкция работает как единая. Если в Весте мы говорили, что в этом месте лонж сломало, вернее, как карандаш, да, то есть мы именно на это больше всего бомбили. Здесь его не сломало. Стало ли от этого легче? Нет. Абсолютно никак это не помогло. Возможно, мой вывод на тему того, что это роляет. Нет, это не роляет. Ну, капец, все. Это край, это вилы. То есть жестче только пополам. Да, у нас есть серьезные вопросы к телеметрии в этот раз, потому что мы записывали все это по приложению Speedometer для смарт-часов. Там, вероятно, опрос спутников, но типа раз в секунду. Хорошо, если раз в секунду. Надо, может быть, если у кого-то есть документация, если кто-то в этом шарит, пожалуйста, напишите нам, какой интервал опроса у этих часов. Потому что телеметрия, когда показала 57 км в час, это было на Ларгусе, там она опрашивает 1000 раз в секунду и одновременно видит массу спутников. Здесь понятно, что все совсем просто. То есть скорость максимальная, возможно, была не 55, но где-то близко к 60. Учитывая, что Ларгус заходил на 57, ну почти одинаково, но, блин, это хуже, чем Ларгус. В этом и прикол. И хотя в Ларгусе я был супер уверен, потому что это дитя компьютерной инженерии, но тем не менее, смотрите, тут даже сама механика катастрофы насколько примечательна, потому что столб первично спилила, его срезала целиком. Дальше машина в своем теле столб еще несла какие-то там 30-40 сантиметров. Потом арматура уже пошла работать, вытянулась, и только тогда столб начал падать. Эпическая анатомия катастрофы, господа. Но из всех тестов пока что мы видим, что самая надежная конструкция — это телега от Jagger Garage. То есть, ребята, она шарашит уже, по-моему, 7-ю или 6-ю машину, и ей просто все равно. У нас даже есть мнение, что первично столб сам срезаться начинает именно этой телегой. И в каждом видео снова одна и та же телега. Крошатся любые системы безопасности, но только Jagger Garage делает вещи. Так что покупайте телеги от дяди Вани и будете в полной безопасности. Эта штука перемолит все на своем пути. Нужно просто к ней прикрутить ковш, 5-точечный ремень, и все будет в полном порядке. Это эпик. Это абсолютный эпик. Я не ожидал, что Solaris преподнесет такой сюрприз. Серьезно. На самом деле вывод можно сделать один. Что Largus на 57, что Vesta даже на 37, что Solaris на 55-60, не выжить. Никак, к сожалению, не выжить. У нас до этого пока что есть рекордсмен и самая надежная машина в виде Cayenne. Поэтому следующей машиной на столб пойдет тяжелый, мощный, офигенно крепкий кроссовер, в котором куча подушек безопасности, в котором все есть и очень, самое главное, много железа. И мы его даже уже распиливали, так что знаем, как он выглядит изнутри. Да, с этой машиной мы тоже сначала хотели, знаете, сделать некую увлекательную науку, взять ее, распилить, посмотреть, как выглядит лонжерон, показать вам, как что-то работает, а что-то не работает. Но мы с вами прекрасно понимаем, что ничего на скорости 55 км в час, что бы там ни было, оно не сработало. Не знаю, никаких комментариев больше по этому поводу не могу дать, поэтому, ребята, до встречи через недельку-две уже в следующей серии, где будет действительно легендарный, надежный и мой любимый автомобиль против столба. И там я отвечаю, что в конце машина поедет своим ходом дальше. А пока что очередная тачка уходит в разбор. Мы с вами прощаемся. Спасибо, что смотрели с нас все это время. Ездите аккуратней. Огромной всем удачи и пока.